Приветствую всех, кому интересно узнать подробнее то, как я наношу много урона на Фурине С6. Для начала разберемся с отрядом. У меня в отряде стоят Фурина, Мона, Беннет и Сахароза. Два гидроперсонажа в отряде дают гидро-резонанс, который увеличивает максимальное количество здоровья на 25%. Это очень хорошо для Фурины. Теперь плавненько перейдем к сборке персонажей. Как бы странно ни звучало, но сигнатурное оружие больше всего подходит Фурине для нанесения урона. Оно имеет много крит урона и полезную пассивку, которая увеличивает максимальное количество здоровья. Лучший сет артефактов для С6 Фурины – это Сердце глубин. Он имеет двух полезных бонуса. Бонус гидро-урона 15% и увеличение урона обычной и заряженной атаки на 30% после использования элементального навыка. Статы, которые должны быть у артефактов: цветок здоровья, пироатака, часы процент здоровья, кубок гидроурон, корона крит урон, дополнительные статы, здоровье, процент здоровья, криты, процент атаки, мастерство стихий. Все это увеличит урон Фурины. Восстановление энергии ей урон не увеличивает, да и оно здесь и не нужно. Все-таки билд на максимальный урон, а не на обычные бродилки. Моне в ноги даем эпос о драконоборцах 5-го пробуждения, так от нее смысла будет больше. Эпос при переключении персонажа увеличивает силу атаки вошедшего на поле боя персонажа на 48%. Артефакты Моне даем те, на которые она накопила, то есть сет инструктора. Бонус 4 предметов увеличивает мастерство стихий всему отряду после вызова элементальной реакции. На статы артефактов все равно, они ни на что не влияют. С самым удачливым мальчиком все просто. Ему нужно оружие с высоким базовым уроном. Это база. Одеть его надо в церемонию древней знати. Бонус 4 предметов увеличивает силу атаки всему отряду на 20%. Атака лишней не будет. Собрать Сахарозу так же просто, как выпить соляную кислоту. Даем ей любое оружие на мастерство стихии и радуемся, чем больше мастерства, тем лучше. Из артефактов эффективный и полезный выбор только один – сет изумрудной тени. Бонус из 4 предметов имба. После рассеивания элемента понижает сопротивление противника к соответствующему элементу на 40%. Уже время обеда, а значит, пора поговорить о еде, которую я использовал. Вот вся еда, которую я использовал, и ее аналоги. Слева направо – еда на криты, еда на здоровье и какая-то синяя жижа. Далее я расскажу о порядке действий, взаимодействий и всего этого. Постараюсь как можно подробнее и понятнее объяснить, что и почему, для чего и как. Фурина прожимает свою ульту и вешает на врага гидростатус. После этого на поле выходит Сахароза и своим элементальным навыком раздувает гидро. У Сахарозы активируются 2 пассивных таланта и бонус сета «Изумрудная тень». Итого за это действие мы уже получаем начальный баф с ульты Фурины, но он еще увеличится в конце. Уменьшаем сопротивление врага к гидроэлементу на 40% на 10 секунд и из пассивных талантов получаем 50 единиц мастерства стихий плюс 20% мастерства стихий от мастерства стихий Сахарозы на 8 секунд. Теперь уже медлить нельзя, счет идет на секунды. Прожимаем ультимейт Сахарозы. После этого прожимаем ультимейт Беннета. Беннет дает нам пиростатус, который поглощает ультимейт Сахарозы. Теперь у нас есть возобновляющийся пиростатус на какое-то время, поляна, которая дает нам дополнительную атаку и срабатывает бонус сета артефактов церемония древней знати, который дает нам еще 20% атаки. Сразу после использования ультимейта Беннета ставим игру на паузу, то есть заходим в инвентарь и начинаем кушать еду. Для начала кушаем еду,
которая восстанавливает здоровье. Надеюсь, было же логично, что здоровье предварительно надо опустить до 50%. Потом кушаем еду на криты, на здоровье и синюю жижу. Все, возвращаемся в вибой. Без промедлений сразу нажимаем Ultimate Mono. Таким образом она даст гидростатус, который вызовет реакцию пар, и активирует бонус Тета инструктора, который даст 120 мастерства стихий. Но пиростатус не пропадет, потому что ультимейт сахароза, который поглотил пиро, продолжает действовать и возобновлять статус. После ультимейта маны сразу переключаемся на фурину, меняем стойку на пневму с помощью заряженной атаки, нажимаем на элементальный навык и делаем такой долгожданный боньк. Ну и для тех, кто досмотрел до конца объяснение, почему free-to-play, во-первых, все персонажи кроме C6 фурины получаются и без доната, во-вторых, я получил C6 фурину без доната, а с помощью накоплений.